Намаскар, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый сезон. На дворе весна. Жизнь набухает. Вот-вот сейчас взорвется зеленью и красотой. Но вот в этой аскетичной природе тоже есть своя красота. Я сейчас путешествую, и я далеко-далеко. И в этих путешествиях я встречаюсь с ребятами, с друзьями. А некоторых людей я засеял зерна много лет назад, 3, 4, 5 лет назад. То есть научил медитации, дал инициацию. И вот это удивительное немножко для меня, я не перестаю удивляться, что же происходит. Вот это зерно духовной разумности, оно начинает проявлять себя, начинает прорастать в сознании человека и полностью трансформирует его жизнь. Ты видишь, что человек сделал огромный скачок на пути от темноты к свету. И вот это удивляет. Если бы, ладно, человек жил рядом с тобой, и ты как-то пытался действовать на него, как-то формировать его характер, но абсолютно, практически никакого контакта нет. Исключительно духовная практика, исключительно медитация. И происходит вот эта огромная метаморфоза. И это меня удивляет, это меня вдохновляет. В общем, я вдохновился от ребят, которых недавно, несколько лет назад учил медитации. Вот этим хотел поделиться. Так что медитация – это великая сила. Делайте медитацию. Это самое главное. А самое главное – следовать за этой духовной разумностью, которая рождается в результате контакта твоего разума с высшим сознанием, или с твоим внутренним сознанием. А второе, о чем я хотел поговорить, это о доверии жизни, о принятии жизни. Чтобы доверять, нужно принимать. Если ты не принимаешь, значит ты не доверяешь. Очень часто мы боремся за что-то, очень сильно, остервенело, отстаиваем что-то. Вот это уже показатель того, что мы находимся на ложном пути. Когда присутствует такая очень сильная эмоция, и ты готов разбиться в лепешку, убиться ради того, чтобы реализовать свою какую-то цель, это говорит о том, что эго очень сильно вовлечено. И обычно, когда вспомните какие-то вещи, которые были очень-очень важные для вас, посмотрите на них с высоты возраста, с высоты опыта, с высоты лет, и вы обнаружите, что не так это и важно было совсем. Есть фильм один очень интересный, называется «Жизнь после жизни». И там собраны опыты людей, которые пережили клиническую смерть. И во время этого переживания они переосмысливали свою жизнь, и они говорят, меня этот момент в фильме тронул, все как один говорят, что вещи, о которых мы думали, что они такие важные, они в итоге оказались абсолютно неважными. Я получил такое продвижение по службе, у меня карьера состоялась. И в тот момент, когда это происходило, я ликовал, я считал, что я действительно достиг чего-то большого-большого. Но в момент умирания, в момент этой клинической смерти, этого опыта, они говорят, там же люди описывают свою смерть, что проносится, как в кино, пленка твоей жизни прокручивается. И в тот момент, когда это воспоминание прокручивалось, оно абсолютно было проходным, оно было абсолютно неважным. И оказалось, что важным-то на самом деле являлись совершенно другие моменты. Те моменты, которые были наполнены волшебством, в которых была любовь, в которых была доброта, в которых было чудо. Вот что было важно. И когда мы фокусируемся очень сильно на своих целях, которые зачастую ошибочны, зачастую неистинные, то есть они исходят как результат нашей самскары, то есть из прошлого, из-за нашего прошлого опыта, из-за наших прошлых действий, мы переживаем какую-то реакцию на эти действия. И эта реакция приводит в ум специфическое состояние. У меня появляется на поверхности ума какое-то «хочу» или какое-то «не хочу». И мы фиксируемся на этом своем «хочу» или на этом своем «не хочу». И когда мы зафиксировались, у нас очень сильно суживается кругозор. И в этом суженном кругозоре нету никакого места абсолютно для чуда.
И в медитации точно так же. Бывает вот очень часто, между прочим, опыт. Человек сидел, и ему повезло или не повезло. То есть он сидел там, буквально чуть-чуть помедитировал, и у него случился какой-то опыт. У него случилось духовное там расширение, переживание. И человек вот так вот схватился за этот опыт, зацементировался в нем. И теперь он все время его вспоминает, и он пытается того же самого достичь. Нельзя войти в одну воду дважды, нельзя войти в одну реку дважды, тем более в духовной сфере. В космическую реку тем более нельзя войти. И вот в таком страстном переживании медитации, когда ты гонишься за каким-то опытом, ты гонишься за каким-то чудом, на самом деле не остается никакого места для чуда. Чудо остается полностью. Оно, на самом деле, чудо окружает нас, но мой узкий кругозор не позволяет его воспринимать. В моей жизни, я воспринимаю, было очень много красивых моментов. Действительно, моментов блаженства. И часто эти моменты, они возникали вообще не в связи с тем, что я делаю. И вот я их помню, эти моменты. А то, что я делал, то, что вот было важно тогда, на тот момент, оно как-то и не важно. Этого и нет больше. Оно куда-то исчезло, улетучилось, его важность, она испарилась. Вот, слава Богу, хватало какой-то мудрости и готовности, что ли, встретиться с этим чудом, чтобы действительно это чудо пустить в свою жизнь. И вот ты сидишь, медитируешь, и даже если ты вот так вот зафиксировался, даже если Всевышний придет и постучится в твою дверь и скажет: ну все, я пришел, ты меня звал, ты ему скажешь: по-моему, ты должен быть в другой рубашке, иди переоденься. И он уйдет переодеваться, и не будет никакого чуда. Вот. Поэтому это вот очень важно. Следить. Чудо, оно постоянно присутствует в нашей жизни, в повседневной. Когда вы медитируете, это, может быть, стоило бы даже отдельный ролик записать, часто теряется это ощущение чуда. Почему? Потому что вам нужно помедитировать, потому что вы выполняете ритуал. То есть вы не пришли воспринимать чудо, а вы пришли выполнять ритуал. Что тоже неплохо. Этот ритуал позволяет вам проскочить сквозь вот эти вот взлеты и падения ума. То есть должна быть какая-то дисциплина, должна быть какая-то канва, которая не дает тебе сбиться с пути. Но тем не менее, ты садишься делать его как ритуал. А для того, чтобы медитация тебя действительно вдохновляла, она должна быть наполнена. Она должна быть наполнена осознанностью. Она должна быть наполнена сознанием. Что это за сознание? Это любовь. Это радость, восторг. Это блаженство. Говорится в сутре: Анандам Брахма Итьяху. Высшее сознание есть блаженство. Вот. И когда ты наполняешь свой ум блаженством, ты наполняешь себя сознанием. И это блаженство, эта радость поведет тебя в медитации. Пусть ты медитируешь 10 минут, а не час. Ты не выполнишь час героической медитации, но ты сделаешь 10 минут действительно от души. И в эти 10 минут ты настроишь себя таким образом, что вот эти 10 минут — это 10 минут любви. Я люблю каждый атом этой вселенной. Я люблю все бытие. Я люблю высшее сознание. Пусть это будет 10 минут с моментами радости. Это будет более эффективная медитация. Вот. Но я что-то отклонился в сторону. Я говорил про вот это принятие. А когда мы сильно фиксируемся на чем-то, тогда по закону жизни это отнимается у нас. Потому что иначе ты не будешь эволюционировать, ты не будешь развиваться. Ты уцепился вот так вот. Вспомнилась история. Один раз был один ученик, он такой был непослушный, и у него очень получалось хорошо пародировать других. И вот он всех пародировал. И все это к общему абсолютно удовольствию это происходило, все хохотали. У него очень-очень хорошо получалось пародировать. И вот тут он, в конце концов, осмелился и начал пародировать нашего духовного мастера, начал пародировать гуру. И у него это отлично просто получалось. Все интонации, вся мимика,
жесты, слова идеально подобраны. Люди просто заливались смехом. Ну и кто-то нажаловался гуру, что вот такой-то, такой-то ученик, он поступает вот так. Ну и гуру позвал, а он был саньяси, то есть тоже учитель медитации. Вот, и гуру позвал его к себе. Он говорит: я слышал, ты меня пародируешь? Он говорит: ну и как бы и нет тоже, врать гуру не положено. Он: ну да. Он: ну покажи, покажи. Он: нет, 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 не буду показывать. Ну покажи, покажи, я хочу посмотреть. И вот он начал пародировать, и наш мастер хохотал, вообще просто очень большое удовольствие он получил. А потом у него внезапно он меняет на свое настроение, говорит: а? Это что за такой вздор? Ты пародируешь своего гуру, у тебя никакого уважения нету, ничего святого у тебя в жизни нету. Он его распек и говорит: все, я лишаю тебя твоей позиции, и я тебя отсылаю там куда-то, куда-то, в самую там дальнюю деревню где-то в Индии, где, ну, вот, что называется, пустыня. Ничего нету абсолютно. Он говорит: ну ладно, хорошо. Раз гуру меня отправляет туда, значит, в этом есть какой-то смысл, в этом есть какая-то милость. И так получилось, что он за год он построил очень-очень хорошую школу, которая до сих пор она функционирует. И очень успешный проект. То есть много людей пользу получило. Такой гуманитарный проект. Очень, и вот буквально с нуля, без средств, без всего, просто вот этот волшебный пендель он получил. И он говорит: я всегда с теплотой вспоминаю вот это происшествие, да, которое со мной произошло. Потому что для меня, то есть, фактически я все потерял. Вот все, что вот было в моей жизни привычного, все это раз и исчезло. Но если бы я это не потерял, я бы не создал такой великолепный, красивый проект. Вот это вот нужно помнить. Это, и вот что мне понравилось в этой истории, что мне понравилось в этом человеке, это вот это позитивное настроение. То есть что-то происходит в жизни, и ты это принимаешь. Ты принимаешь это позитивно. Ты не говоришь, что, ведь многие, знаете, они заключают контракт с Богом. То есть они говорят: я вот это вот все делаю, я хороший мальчик. И они надеются, что, что он их возьмет под какой-то такой бронежилет, какой-то незыблемый такой купол, и ничего плохого в их жизни не случится. Но плохое – это порой хорошее, а хорошее – это порой плохое. И мы не можем угадать вот эту мудрость провидения. Вот. И нам остается только относиться позитивно к тем вещам, которые в нашей жизни происходят. Есть некоторое вот такое, казалось бы, противоречие между борьбой и принятием. Принятие – это как бы ты сдаешься, руки вверх. Все, я принимаю, я перестаю бороться. Вот. А борьба – это борьба, ты настаиваешь на чем-то, ты делаешь усилия. Так вот, нам нужно в нашей духовной жизни сдаваться. То есть вот это принятие означает отречься от своих эгоистических желаний. Понимать, что если что-то от меня уходит, это только для того, чтобы впустить что-то новое, открыть что-то новое в жизни. Иначе я вот так узко смотрел, что все остальное я не видел. Чудо исчезло из моей жизни. И вот это вот вещи, к которым я очень сильно привязан, нужно их убрать с арены для того, чтобы я увидел настоящее чудо. Вот. Это вот позитивное отношение, оно очень сильно помогает в нашей жизни. Ну а бороться нужно как раз, то есть без борьбы вообще ничего невозможно, невозможно заменить грубые мысли на тонкие мысли. А борьба как раз нужна для того, чтобы войти в этот духовный поток. То есть ты совершаешь дисциплину, ты там рано встаешь, ты делаешь духовную практику, ты делаешь асану. Это все сопряжено с борьбой, это все сопряжено с усилием. Вот. Но это усилие не эгоистичное, а вот я хочу что-то получить. Это усилие как раз достичь параллелизма с провидением, да, с высшей вот этой волей. И повиноваться вот этому высшему потоку, быть единым с этим потоком и наслаждаться жизнью, которую тебе этот поток дает. Ну вот об этом хотел поговорить.
В, в моей жизни однозначно я могу сказать, что вот это вот чувство принятия, оно очень сильно помогает. Хотя это тоже бывает такое, к тем вещам, к которым ты привяжешься, и у тебя закрадываются мысли, а вдруг, если вот это уйдет, что же я буду делать? У тебя есть такой страх, у тебя есть такая несохранность. Ты думаешь, что не поддержит, да, тебя вот этот поток духовный, провидение тебя не поддержит. А оно тебя поддержит, оно же само все планирует. Если что-то у тебя забирается, уже запланировано, чтобы тебе что-то дать. Если ты не будешь гнаться и отбирать обратно то, что у тебя забрали. Ну вот так. Вот. С другой стороны, когда речь идет о каких-то праведных вещах, сдаваться, да, и потому что так легче, да, просто легче. Ну, сдался, ну ладно, значит, вот так оно суждено. Нужно понимать, что в ситуации, когда тебе нужно отстаивать честность, когда тебе нужно отстаивать праведность, доверие потоку это означает как раз бороться за вот эту честность и праведность. Это не то, что смириться перед несправедливостью. Вот. И поэтому очень сильно помогает нащупать этот поток, понимание вот нравственных принципов, ямы и не ямы, соблюдение духовной практики. Тогда ты внутренне чувствуешь, что же правильно, а что неправильно. У тебя внутри есть какой-то внутренний голос, который тебе помогает сориентироваться. Вот так нужно идти. Ну вот, я надеюсь, вы разобрались в этом моем потоке слов. Раска.